Всем привет! Теплица на связи. Сразу хотелось бы напомнить, что ваши лайки, подписки на канал и уведомления помогают нам продолжать работу дальше. Это очень важно для нас и для алгоритмов YouTube. Заранее спасибо. Ну а теперь к обзору. Для перевода текста существует множество привычных решений. Ну, например, те же самые ChatGPT, Google Translate или DeepL. Но есть одна проблема. Не всегда сохраняется стиль текста и возможно изменение смысла фраз. Lara Translate — это новинка, которая, как заявляют разработчики, может решить эту задачу. Сервис сохраняет структуру и тон оригинала, предлагает несколько вариантов перевода и удобен в работе с длинными текстами и профессиональными документами. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся. Lara Translate — это сервис перевода от итальянской компании Translate, основанной аж в 1999 году. Lara появился в феврале 2025 года и позиционируется как переводчик нового поколения, способный понимать контекст, объяснять свои решения и совершать меньше ошибок, чем средний переводчик. Разработчики показали сравнительную таблицу, где видно, что особенно этот сервис хорош в теме финансов. Lara поддерживает множество языков и предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями. Однако для доступа к расширенным возможностям потребуется подписка. Но об этом позже. Небольшие объемы текста, кстати, можно переводить даже без регистрации. Итак, главная страница. Здесь сразу можно переключить язык интерфейса. На русский, к примеру, чтобы было удобнее. Основные моменты привычны и знакомы по другим переводчикам. Но есть кнопка «Контекстуальная информация». Тут можно добавить контекст, чтобы перевод был более точным. Например, написать, что это цитата из книги, научной статьи и так далее. Дальше есть 3 вида перевода. Близкий к оригиналу, максимальная точность. Литературный. Здесь нейросеть попробует чуть переписать текст, чтобы он был более читаем. И креативный. Смысл останется на месте, но Lara пустится в творчество. На что хотелось бы обратить особое внимание. Когда мы переводим тексты, особенно загружая файлы, они какое-то время хранятся нейросетью. То есть переводить чувствительные документы все-таки нежелательно. Хоть Lara и обещает, что это только для развития сервиса, а данные будут тщательно зашифрованы. Есть режим инкогнито. В нем также присутствует шифрование, но данные и история переводов не сохраняются. Кроме обычного режима перевода, есть перевод документов. Он, правда, доступен только после регистрации. И экспериментальная версия голосового переводчика. Все это мы посмотрим, но начнем с базы. В качестве текста взял отрывок из «Белого клыка» Джека Лондона. Как раз на художественном тексте интересно будет посмотреть 3 режима перевода. Это близкий к оригиналу. Жмите на паузу, если интересно почитать внимательно и сравнить переводы. И вот фишка Lara. Нейросеть постоянно общается с тобой по поводу перевода, если где-то сомневается, и просит добавить контекста. Можно игнорировать эти сообщения или же дать дополнительную инфу. Далее попробуем литературный. Замерзший водный путь, например, стал просто замерзшей водой. И креативный. А здесь уже ледяной ручей. Хочется контекста? Пожалуйста, укажу, что это книга. И теперь уже не ручей, а водная артерия. Даже не знаю. Ручей мне нравился больше. Но тестить новый переводчик в отрыве от привычных инструментов было бы, наверное, неправильно. Поэтому тот же текст вставим сначала в Google Translate. Очень похоже на первый вариант в Lara, близкий к оригиналу. Теперь DeepL. Так, здесь по-другому. Но водоток? Эх, DeepL, я любил тебя. В нем тоже можно менять стиль, но в платной версии. И напоследок ChatGPT. Тоже напоминает режим близко к оригиналу. Литературный перевод Lara лично мне понравился больше всех. Помните графики? Якобы эта нейросеть особенно сильна в текстах, касающихся финансов. Возьмем отрывок из текста официального документа про электронные деньги. Смотрим. Ну, наверное. Профессиональные термины на месте, осмотрительная работа прям режет. Теперь литературный. Вот тут уже разумная работа, но термины упрощены. Стиль явно неофициальный. И креативный. Тут тоже есть отличия. Ну что ж, давайте быстренько пробежимся по другим переводчикам. Google Translate. Тенденция близости с первым режимом перевода сохраняется, но без специальных терминов. DeepL — ваш выход. Тут даже ближе к литературному. Что-то среднее. Плюс переписал последовательность предложений, чтобы было понятнее. ChatGPT. Тоже ближе к литературному. Теперь попробуем документ целиком. В бесплатной подписке все сильно ограничено. До 4 страниц в день.
Поддерживаемых форматов действительно много, все их перечислять не буду, но обратите внимание на этот список. Я заранее подготовил документ на английском с картинками и нестандартным форматированием. Грузим, выбираем перевод на русский. И сразу можно скачать. Давайте теперь посмотрим разницу. Вот оригинальный док и переведенный. Форматирование постарался сохранить исходное, все картинки на месте, перевод близкий к оригиналу, судя по всему. Давайте теперь попробуем таблицу Excel на французском языке. Также сохраняется сразу как таблица. Форматирование тоже сохранено. Поверьте мне, оно уже в исходнике было кривым. С названиями достопримечательностей вроде тоже поработал уверенно. Теперь PDF. Еще раз напомню про ограничения в день. Делал уже под другим аккаунтом. Сохраняет в доке. Форматирование при этом осталось, а вот тексты на картинках не переведены. И в завершении голосовой переводчик. Лично для меня такая штука нужна в первую очередь в чужой стране, чтобы объясниться с местными. Поэтому тестил его на телефоне, просто открыв в браузере. Дается 2 минуты на сеанс. Но это экспериментальная версия. Сервис новый, развивается. Здравствуйте! С какими языками будем работать сегодня? Ну, прям даже хорошо говорит, как мне кажется. Русский и английский. Отлично. Пожалуйста, продолжайте на одном из этих языков. Как мне пройти к автобусной остановке? How do I get to the bus stop? Быстро и неплохо. Теперь другой язык. Давайте турецкий. Пожалуйста, продолжайте на одном из этих языков. Как мне пройти к автобусной остановке? Otobüs durağına nasıl giderim? Если собеседник нас не услышал, фразу всегда можно повторить. Otobüs durağına nasıl giderim? Ну и подводя итог. Бесплатная подписка — это скорее про то, чтобы потестить, а не про то, чтобы ограниченно, но постоянно пользоваться. 5000 символов в день без форматирования — это примерно 2 листа А4 12 шрифтом. 4 страницы документа. А вот за 9 евро в месяц уже в полной мере можно ощутить все возможности. Ну и здесь обращаем внимание на анонс. Видимо, в скором времени можно будет самому добавлять глоссарии и задавать стиль перевода. Интересно. У Lara Translate действительно есть интересные преимущества, но при этом существует и огромный минус. В бесплатной версии сервис очень ограничен, и без подписки вы не сможете оценить все его возможности. Это может стать решающим фактором при выборе инструмента для перевода. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.